Всем привет, друзья! Сегодня хочу показать вам вот такую небольшую посылочку. Это, как нетрудно догадаться, посылочка с моделью, и получил я ее в подарок от моего зрителя и подписчика Богдана. Богдан также ведет канал на YouTube, который называется «Хомячья жизнь». Если вы с ним еще не знакомы, то рекомендую подписаться. Ссылочку оставляю в описании под видео. Богдан сейчас в основном собирает модели военной техники в 72-м масштабе. Ну а также у него на канале много бумажных моделей. Одним словом, переходите, подписывайтесь и сами все увидите. Ну а я буду открывать посылку. Ну а здесь же у нас модель немецкого истребителя Focke-Wulf 190D9 Langnassen. Надеюсь, правильно произнес. Моделька довольно простая и маленькая, так что давайте сразу посмотрим, что внутри. Переходим к обзору модели. Это у нас фирма Mr. Craft Hobby Kits, масштаб 1 к 72. Издалека, кстати, оформление коробки напоминает Эдуард. Уж не знаю, случайно или намеренно так получилось. Всю лицевую сторону занимает изображение нашей будущей модели в одном из вариантов расцветки. Это довольно интересный немецкий камуфляж. Далее здесь пометки: 4 немецких креста и 1 советская звездочка. Предположу, что это варианты исполнения, то есть 4 немецких и 1 трофейный советский. Также на лицевой стороне присутствует надпись «Супер Декаль включена в набор». Сейчас откроем, посмотрим, что это за супер декаль. Далее на одном из бортов еще один вариант немецкого камуфляжа и такой же оригинальный и интересный. Даже, наверное, более интересный. На остальных торцах коробки особо ценной информации нет, разве что вот длина модели 12,5 сантиметров. На обороте представлена другая продукция фирмы. Здесь все довольно разнообразно. Есть гражданская авиация, есть современная военная авиация, имеется флот, самолеты Второй мировой войны и вот интересная модель Ми-2. Хотя, забегая наперед, хочу сказать, что бокс-арты здесь гораздо более детализированы, чем то, что нас ждет в коробке. На одном из стримов мы обсуждали этот вопрос. Интересный момент возникает, что бокс-арты некоторых фирм гораздо более детализированы, чем содержимое. И это, скорее, если не обманывает моделиста, то может немного ввести в заблуждение. Здесь вот как раз тот случай. Давайте уже наконец заглянем в коробку и посмотрим на эту модель подробнее. Обзор, как водится, начнем с инструкции. Выглядит она достаточно прилично и имеет большой цветной разворот. На первой странице дублируется бокс-арт и, судя по всему, расположена историческая справка. Русский язык отсутствует. Разворачивается инструкция вот в такую простыню. На первой страничке раскладка литников. И далее начинается сборка. Я думаю, сборка здесь в классическом порядке для самолетов 72-го масштаба. Соединяется корпус из 2 половинок. Внутрь вставляется сиденье пилота, приборная панель. Предварительно собирается двигатель с пропеллером. Далее корпус обрастает деталями. Следующими шагами собираются шасси, крылья. Крылья устанавливаются на корпус. И финальным шагом присоединяется ранее собранный пропеллер и устанавливаются элементы на нижнюю часть самолета. В данном случае это дополнительный топливный бак, и также как вариант сюда можно установить бомбу. Но почему-то в инструкции это не отражено. По ходу инструкции здесь также отмечается, что в какой цвет необходимо покрасить. В общем и целом инструкция выглядит
очень хорошо и понятно. На обратной же стороне, как я и сказал, расположен большой цветной разворот. Здесь нарисованы все варианты исполнения модели. Например, вот Польша 45, Германия 45, Европа 44, Голландия 45. И это уже вид сверху и снизу для некоторых вариантов исполнения. Что интересно, здесь нет того варианта, который мы видели на боковинке коробки. Здесь сказано, что декаль для 4-го варианта исполнения, крест и звездочка означают, что это советский и немецкий вариант. 4-й вариант исполнения у нас вот. Почему-то он по цвету отличается от того, что есть на боковинке. Как-то это все странновато. Кстати, откуда там взялась звездочка и что она означает, мне все-таки уже не совсем понятно, поскольку здесь я не вижу трофейных самолетов. Давайте сразу рассмотрим и декаль. Супер декаль, как нам обещали на лицевой стороне коробки. Декаль состоит из 2 листиков. Первый, давайте вот этот первый рассмотрим. Здесь цветные полоски, немецкие кресты, номера и надпись Кристи, если я правильно понимаю. Полоски предназначены для нанесения на хвостовую часть самолета. Вот здесь. Желтый с белым, красный с белым. Это все сюда. И второй лист с декалями. Он уже монохромный. Здесь расположена немецкая символика. Такие белые завитки и пара номеров. По качеству декали сразу могу сказать, что оно меня не очень радует. Вот посмотрите, на стрелке, по идее, должен быть ободок, но он здесь плохо прорисован, где-то смазан, где-то вообще не дорисован. Ну, ладно, посмотрим, как декаль будет наноситься, хотя не факт, что я ее вообще буду использовать. У меня на этот самолет есть вполне определенные планы. Думаю, скоро сами все увидите. Качество цветной декали, кстати, примерно на том же уровне. Вот, например, номер 15 чуть-чуть подразмазан. Итак, перейдем к обзору пластика. Деталей здесь минимальное количество, и они достаточно простые. Ну, давайте рассмотрим все по порядку. Так. Начнем с фюзеляжа. Здесь сразу хочу отметить, что расшивка на корпусе достаточно выраженная. И я думаю, при использовании смывки будет очень здорово видна на модели. Но все остальные элементы даны очень просто. Например, выхлопные патрубки представлены в виде вот такой вот условности, и их как минимум хорошо бы рассверлить. На одной из половинок фюзеляжа отлит руль, хвостовое шасси и антенна под брюхом самолета. Далее на воздухозаборнике бросается в глаза утяжина, которую необходимо будет зашпаклевать, конечно же. Винт отлит достаточно тонко и выглядит, на мой взгляд, очень хорошо. Следующие элементы. Верхняя часть с кожухами пулеметов. И пулеметы здесь очень и очень условные. Как минимум их здесь стоит рассверлить и заменить на иглу от шприца. Конечно, можно вложиться и в автомаркет, но стоит ли оно для этой модели, конечно, вопрос. Двигатель показан также довольно условно. И вот рядом отлит носовой обтекатель. Следующий литник, верхняя и нижняя часть крыльев. Здесь также замечательно пролита расшивка, клепка. И, как я уже и сказал, при использовании смывки эти детали должны быть очень хорошо выражены.
отлита ниша шасси, но у меня сложилось впечатление, что полноценно сюда вставить закрытую шасси невозможно. В целом крылья выглядят довольно неплохо. Кстати, здесь же отлиты, я так понимаю, пулеметы, и их тоже стоило бы заменить на иглы от шприца. Последний литник, мелкие детали. Здесь у нас половинки подвесного бака, 2 половинки бомбы, хвостовое оперение, стойки шасси, крышки шасси, довольно условные детали интерьера, кокпита. Вот посмотрите, вот таким вот образом нам предлагается исполнить кресло пилота, совершенно невнятно. И вот эта вот деталь, это не поверите, приборная панель. То есть никакой имитации приборов, и на декалях также нет ничего на эту приборную панель. В общем, все очень просто, очень условно. Так что интерьер здесь совсем уж символический будет. На шасси пролит протектор, пролит диск. Вот такая детализация более-менее исполнена. И, наконец, прозрачные элементы. Я вот смотрел на них, и разницы абсолютно никакой не вижу. То ли это какая-то ошибка упаковки, то ли это такой набор. Но вместо 2 вариантов колпака, вместо 2 вариантов фонаря здесь дается 2 одинаковых элемента. Но причем выглядят они также не очень хорошо. Такое толстое мутноватое стекло. Здесь, по идее, должна быть какая-то рамка, но она тоже дана достаточно условно. Тут уж даже не знаю, что с ним можно сделать. Но в любом случае у меня на этот самолет специфические планы, и такой фонарь мне вполне подойдет. Ну а сейчас самое главное, давайте сравним то, что мы увидели в пластике, с инструкцией. Но прежде давайте попробуем закрыть шасси с помощью крышек, которые нам даны в наборе. Да, судя по всему, шасси здесь полноценно не прячется. Как будто бы не хватает колесу глубины, чтобы зайти в нишу. Ну, в общем-то, выглядит это вот таким вот образом. То есть делать закрытое шасси вроде как не продумано, не задумано. Но больше всего вопросов к модели у меня возникло после того, как я сравнил пластик с инструкцией. И сложилось у меня впечатление, что на инструкции собирается совершенно не та модель, которая нам непосредственно дана в пластике. Вот посмотрите, здесь отличия просто с первого же этапа идут. Например, сиденье гораздо более выражено. На крыло устанавливаются дополнительные детали. На стойках шасси гораздо больше детализации по сравнению с вот этим вот. Также и крышки шасси тоже более детализированы. Что еще? Фонари отличаются между собой, более округлый вариант и более квадратный. Также, судя по всему, здесь присутствует фототравление. Сейчас покажу. Вот на этом этапе устанавливается антенна, видимо, из фототравления. Также на этом же рисунке хорошо видно, что ниши шасси, стойки более проработанные. Еще какая-то мелкая деталь устанавливается. Здесь вот некоторые элементы мелкие. Крепление дополнительного бака более детализировано. Ну, одним словом, в инструкции нечто более интересное.
Интересно, как это мистер Крафт так зачудил, и почему инструкция настолько детальная. То ли это какая-то пиратская модель с того же Эдуарда или еще с какого-то производителя. Ну, в общем, странно. Если вы знаете, почему так происходит и что это за производитель, то напишите в комментарии. Итак, друзья, вот такая вот небольшая и несколько странноватая модель от Mr. Craft. Пожалуй, порекомендовать я такую модель могу разве что для самых начинающих моделистов или же для модели в качестве экспериментов. Поскольку для серьезного проекта такой самолет совсем не тянет. Чтобы получить с него что-то более-менее интересное, здесь нужно либо привносить какие-то свои доработки, или же дополнять его автомаркетом. Нужно ли вкладывать автомаркет в такую модель, как я уже и сказал, это большой вопрос. Я же благодарен Богдану за эту модель, за этот подарок. Дело в том, что у меня уже давно была мысль поэкспериментировать с самолетами, с одномоторными истребителями времен Второй мировой. И вот такой Фокке-Вульф отличный экземпляр для моего будущего эксперимента. Сам бы я на покупку такой модели, пусть даже самой простой и дешевой, созрел бы, наверное, не скоро. И на этом обзор модели самолета Фокке-Вульф от Mr. Craft я заканчиваю. Напишите в комментарии, сталкивались ли вы с этой фирмой и что вы думаете об этой модели. Ставьте лайки, если обзор был вам интересен, и обязательно подписывайтесь на канал, если вы здесь впервые. Я же благодарю вас за внимание, всем пока и до встречи в будущих роликах.